Привет, народ! Сегодня уже второй раз мы замахнемся на настоящую легенду GTA 5 Online. Ты не настоящий охотник на машины, если хоть раз целенаправленно не искал спорткар Карин Султан. И благо есть ради чего искать. Высокая скорость, 4 посадочных места, полный привод, хорошая защищенность фар при наезде на всякие дорожные знаки и столбы. К тому же, обычный Султан можно переделать у Бени в Султан RS. Это уже суперкар с кучей тюнинга и раскрасок. Есть и некоторые минусы, но с ними и не только с ними можете ознакомиться в соответствующем видео. Ссылка вверху экрана и в описании. Нос легенда, поведай нам свои секреты. Начнем внешний осмотр. Спереди никаких шильдиков нет. Сбоку название модели и эмблема производителя. А вот это интересно. Название модели, а под ним немало информации. Twin Turbo означает двойную турбину. Сильное заявление. 3,5 – это объем двигателя в литрах. Да уж явно не компакт или рядовой седан. Если шильдики не врут, под капотом у машины стоит настоящий зверь. Проверим. Это название автомобильного завода. Суппорты тормозов покрашены в приметный красный цвет. Это спортивное решение. Это тормоза дисковые. Передние тормоза тоже дисковые. Все, больше никакой информации нет. Как уже сказал, у машины полный привод. Схема расположения двигателя у вас на экране. Время теории. Готовы? По глазам вижу, что вам не терпится послушать мой монотонный монолог. Не будем откладывать. Внешний вид Карин Султан был вдохновлен Lexus IS200. По внутренней классификации модель называлась X10. Машина выпускалась с 1999 по 2005 год. Разумеется, был практически полный аналог от фирмы Toyota. Кто не знал, Lexus – это бренд Toyota для американского рынка. Ох уж эти хитрые японцы. Но Lexus для обывателя всегда будет круче Toyota, поэтому Lexus и будем рассматривать. Под капотом у Lexus билось не новаторское, но надежное сердце в виде рядного двигателя 1JF, и это двигатель с впрыском 6 цилиндров, объемом 2 литра и мощностью до 160 лошадиных сил. Была возможность поставить турбину, но штатно это не делалось. Аппарат серьезный, но явно не для спорткаров. Привод у Lexus задний. Все. А вот и не все. Раз привод у нас полный и мощный мотор, то нужно было вдохновение как внешнее, так и внутреннее. И его нашли в лице Subaru Impreza B22 STI 1998 года. Внутри машины бился небольшой, но яростный оппозитный двигатель G22 от Shimano Plants. Схема оппозитного двигателя на экране. Оппозитный двигатель, Карл. Где ты еще такое встретишь, кроме Японии? Смотрим. Итак, двигатель расположен продольно, как и должно быть. Очень хорошо. Судя по количеству трубок выхлопного коллектора, двигатель имеет 6 цилиндров. Совпадает с характеристиками Lexus. Неплохо. Есть надпись Twin Turbo. Сами турбины не вижу. Есть только 2 трубы, якобы ведущие от них. Хорошо, хоть трубки добавили. Сегодня суббота, а вы знаете, что в субботу я склонен быть оптимистом. Будем считать, что турбины расположены ниже, возле картера двигателя. Предположение на тоненького, но что нам еще остается? Обратите внимание на распорку в моторном отсеке. Много ли машин из трафика имеют такую? Да половина покупных машин без нее. Мелочь, а приятно. В целом работа, проделанная с мотором отсеком Карин Султан дизайнерами Rockstar, мне нравится. Без фанатизма, но в меру аккуратно. Могло быть много хуже. Видели уже работу подсобного. В целом внутренняя начинка машины больше соответствует Lexus, чем Subaru. Ей только дали немного лоска спорткара. Можно условно согласиться с наличием двойной турбины. Ладно, пусть так.
Объем двигателя определить точно нельзя, но силовой агрегат не из маленьких. Пусть будет 3,5 литра. Расположение двигателя соответствует полному приводу. В целом, как я уже говорил, работа проделана неплохая. Очевидных ляпов нет, а то, что лень было делать, удачно замаскировали. Долгое время Карин Султан был моей основной машиной на начальных этапах игры. Воспоминания от машины только положительные. За свою верную службу тот первый Султан был переделан в Султан РС и занял свое почетное место в лучшем гараже. На постоянной основе. Если вы еще не знакомы с этой машиной, рекомендую ее найти. Лучше всего делать это в Дэвисе на территории Вагасов. Найти, а не купить. Эмоции, полученные от поездок на заспавненной машине, в разы ярче, чем просто на купленной. С машинами из трафика это работает. Я больше года в этом убеждаюсь. И на этой ноте я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Все, всем пока.